Я Юля, и это мой блог о природе Эстонии. Подписывайтесь, кто хочет. Я подъехала в интересное место. Опять мое любимое слово интересное. Ну ладно. Что-то я какая-то взбудораженная. Я рассказываю о интересных местах, тех, о которых вы точно не знаете. Исследую сама, иногда заезжаю в такие дебри и потом выезжаю. Но мне хочется, чтобы вы чуть-чуть почувствовали ту любовь к Эстонии, которая у меня есть, и чтобы вы прониклись природой, прониклись красотой, которая рядом с нами, вот здесь прямо. И я буду об этом немножко рассказывать. А сегодня мы находимся около речки Лобу. Это национальный парк Лахема. И мы проехали Мойзу Пальмса. Вам всем известно, это Мойза Пальмс, поэтому я даже не стала там останавливаться. А поехала прямо к этой речке, порогам, чтобы вам показать. И дальше я хочу показать вам несколько, ну, может, насколько у нас получится, одну или две тропы, находящиеся в парке Лахема. И дальше хочу показать вам несколько троп, которые, там, учебных или пешеходных троп, которые находятся в парке Лахема. Лука, ты мне мешаешь. Лука, мешаешь мне. Хутор. Восстановленный хутор, но не полностью. Дом, надеюсь, я дом никому не мешаю здесь. Благородная территория. Но этот хутор и вот этот вот комплекс мне стал интересен, потому что здесь есть части довольно древнего строения, поновее. Там вы видите эти какие-то блоки, этнарские или какие-то. И крыша этернитовая, но она уже покрыта мхом, то есть от времени, от всего. Вот. И вот эта речка. Здесь очень интересный рельеф. Он абсолютно не типичен Северной Эстонии. Холмы какие-то, овраги, формации разные. Здесь можно посмотреть. И вот вы уже слышите шум речки. Именно весной я хотела ее показать. Хотела сама посмотреть, не только показать. Я уверена, вы не слышали о речке Лобу.
Аягола, Кейла, о водопаде Кейла, вы все это знаете. Но вот есть в Эстонии и недалеко от Таллина такая вот речка, которая шумит. И она не просто так шумит. Здесь есть пороги. Я показывала вам, как мы едем и проезжаем речку Вальге-Еги. Она популярна, эта речка популярна тем, что на ней проводятся заплывы, проводятся путешествия на каноэ, на каяках, сплавы вниз, в сторону моря. Очень популярны на Вальге-Еге. Насчет Лобы я не слышала, чтобы здесь такое проходило. Но ощущение реально такой горной речки. Горной речки там в Турции, кто бывал, или, может быть, в Греции. Холодной, быстротечной. Такой берег интересный здесь. Совсем нетипичный эстонской природе такой берег. Сейчас мы дальше поедем в сторону вниз по течению этой речки. Нет, конечно, не на самой речке, на дороге, на машине, но именно своими порогами эта речка и знаменита. Йоу! Мы тут ехали и увидели одно место. Я вообще никогда о нем не слышала, не видела и не знаю вообще, что здесь происходит. Вот. Посмотрите сами. Так, да я это сама. Архитектура абсолютно советской постройки и так далее. Ну, вышку, конечно, это понятно. Что здесь был, не знаю, санаторий какой-то, дача политического деятеля, госсекретаря. Нет, какой там, генсек, генеральный секретарь. Я знаю. Сделано, конечно, очень все с размахом. И, видимо, усилий было потрачено очень много. Видите, какие там эркеры, какие-то такие полубашни, там, не знаю, это же окна в пол. Какой-нибудь из вас есть окна в пол? Нет, а вот здесь есть. И это все заброшено. Так, я сейчас подойду к этому зданию поближе и вам покажу. Что ж здесь такое было? Так, муж заметил, что здесь карты на стенах висят. Как-то там он заметил. Так, еще не провалиться бы здесь где-нибудь. Так, очень... Это, возможно, был какой-нибудь геологический центр или не знаю. Да, карты есть. Ай. Не знаю, видно вам, не видно? Какие-то карты там, да? А, нет, это не карты. Не понять, что это. А, вот так вот. Если у кого-то есть информация, дайте мне знать, а? Мне самой интересно. Все. Что здесь могло быть? О, смотрите. Непопулярные в советское время пластиковые окна и двери. Непопулярные. Но они здесь есть. И вижу там... Вижу не мозаику, а витраж. Витражное окно. Что здесь могло быть? Смотрите. Вот. Обычная эстонская комнатечка. Извините меня, пожалуйста. Совсем нет того антуража, что было на прошлом мосту. Такой сюрприз для меня. Я приехала в порт Винисту, и, оказывается, я здесь была. Я забыла. Вот такие вот башни из дранки. Кунстимузеум есть. Художественный музей. И вот открывается вид на саму гавань, на маленький порт.
Виннесту, ресторан и бар. Как раз вот в том ресторане и баре когда-то проходила конференция, на которой я была. И конструкция из камушков, балансирующих друг на друге. На большой центр здесь. А, кстати, вон, посмотрите. Кость можешь идти. Вон, это грузики из чемоданчиков бетонные. Я могу подойти, что здесь написано. Вот. Интересно. Да, есть ресторанчик. Девушка. Гранитная. Наверное, русалка. Да, здесь написано отель-ресторан, музей Котла-Мая. Я думаю, откуда эти большие корсны, большие трубы такие. Значит, здесь был Котла-Мая. Это музей художественный. А, да, тоже, я же здесь была. Блин. Как можно было забыть, что я когда-то здесь была. Вот такая я была невнимательная раньше. И вот вид на порт, на гавань. Такой небольшой мул. Ой, рояль тут. Парам-пам-пам. Ну, и как вы думаете, где это? А? Природа везде проклянется, пройдет. Выезжайте там без нас, погуляйте там за нас. Хорошенько погуляйте, всем привет передавайте.